Всем привет! Сегодня важный день, сегодня выходит главное видео за последние 2-3 месяца на моем канале. Это результирующее видео всей базовой техники. Откуда, собственно, идея канала родилась? Мне писали люди со всего мира, такие спрашивают: Сергей, а где у меня ошибка? Я там тренируюсь, и у меня не получается, как у тебя. И присылали мне видео, где они что-то делали. Спрашивают, что не так, а на видео все не так. Я людям люблю помогать и хвастаться, что я умею. Вот, я им пытался, насколько можно подробно объяснять, а что же в них не так. Понятно, что они говорили спасибо, но я сам-то понимал, что толку в этом немного. Указав на одну ошибку и исправив, даже если они ее исправят, в целом картина это почти не изменит. Вот. Ну, а теперь у меня есть материал, на который можно ссылаться. Это вот вся базовая техника, представленная на моем канале. Приступим. Все видео у меня поделено на две основных части. Это описание элементов, из которых состоит базовая техника. Сейчас мы их перечислим. На английском написал, чтобы переводом не морочиться, чтобы англоязычные ребята понимали все так. Это элементы: стойка, перемещение, защитные позиции. Это у нас квинта, кварта, терция, септима. Удары, напоминаю, у нас их всего два: прямой и обратный. Серии тоже очень сжато, просто общие принципы. И работа с щитом. Напоминаю, это то, что щит надо, когда бьешь, все время поднимать. И финты. Показываем один удар, наносим другой. Это что касается элементов. Сейчас я элементы сотру и распишу методы освоения этих элементов. И есть у нас 4 метода освоения этих элементов технических. Это дорожки, работа в парах, работа с балдой и паринги. Ссылки на все ролики, которые описывают и элементы, и методы освоения этих элементов, будут у нас в описании к видео. Там уроки по числам. Все. У нас есть элементы фехтования, у нас есть методы, которыми мы их осваиваем. Теперь нам надо составить из них тренировку. Я как пример рассмотрю то, как преподаю я. То есть сейчас мы распишем тренировочку от начала и до конца. Тренировка будет на 90 минут. Примерно разберем 90-минутную тренировку по таймингам, как я это делаю. 15 минуточек на разминку. Это побегать, погреться, помахать руками, сделать суставную разминку, сделать маховую разминку, мячом помахать, чуть-чуть потопать. Я отдельный ролик про разминку запишу, как именно мы ее делаем. 10 минут. Осваиваем один элемент. Например, один удар. Мы берем и осваиваем прямо 10 минут. Всего один удар. Как я это рассказывал, начиная просто со статики, потом стоечки, потом с шагом. Неважно, даже если все его хорошо знают, повторить его, поотрабатывать по воздуху будет не вредно. Не в небыстром темпе, абсолютно следя за техникой. Вот пока у нас мозг еще свободен, пока он не загружен, пока он может воспринимать информацию, вот в начале тренировочки, после разминки сразу взяли и начали доводить до совершенства свой один удар. Все, всего один удар. Потом 20 минут, мои любимые, ходим дорожки. Мы все время ходим 4 стандартных дорожки, я их описывал, видео про дорожку, посмотрите. И после 4 стандартных обычно вставляются дорожки, даже больше, чем вот эти 4, 5, 6, 7, 8 может быть, с вот этим вот элементом, который мы осваивали вот эти 10 минут. Мы полностью сосредоточенно за эти 10 минут его вспомнили или освоили, насколько можно, и уже в дорожках его реализуем в движении. На фоне усталости небольшой уже, когда нас заставляют двигаться вперед-назад. Это может быть просто этот элемент ставлен в серию, вот этот удар, либо просто отдельно мы идем, наколачиваем из защиты.
Ну вот, продолжаем его осваивать. 20-30 минут. Работа в парах. Самая важная часть тренировки, она уже самая большая, обычно полчаса занимает. Как? Берется какой-нибудь элемент, серия с продолжением, либо просто какой-нибудь, ну, там, связка из 2 ударов, и осваивается от и до. В статике один приходит, второй стоит на месте, второй возвращается, то есть всего один человек двигается, потом оба двигаются, потом это усложняться может. Все это можно в видео посмотреть, все это описано. И обязательно перед парной работой делаем парад-репост, просто чтобы не забывали. В разных вариациях, от квинта прямой удар в голову до там самых разнообразных. Там кто-то поопытнее, кто-то менее опытный, то есть здесь можно варьировать. И 15-25 минут, ну или сколько у нас там осталось до конца тренировки, это у нас работа с балдой, что-нибудь постучать самостоятельно, просто наколотить. Либо спарринги. Спарринги именно в варианте заминочки. Чуть-чуть подвигаться, попробовать поприменять то, что изучали на тренировке, именно эту серию поделать. Ну, то есть по каким-нибудь заданиям. Не то, что мы одеваемся в железо и долбимся. Нет, это легенькие спарринги на тимбарках именно на движение, на технику, на чувство дистанции, ну, чтобы там фактически чуть-чуть подостыть после тренировки. Тренировка вся проводится довольно интенсивно, то есть отдыха там не бывает. Вот как начали, так 1,5 часа мы работаем. Никто не сидит, никто никуда не ходит. Отработали, заканчиваем. По большому счету, у человека обычно на освоении техники мозг так долго не работает. Вот всю эту тренировку можно уложить и в час. Дальше это уже так, через «не хочу». Так, как было замечено, я уверен, вами, никакой физической подготовки сюда не включена. Иногда бывает необходимость на тренировку общую физическую подготовку включать. Если, например, к вам приходят ребята, которые никаким спортом не занимаются, то есть у них нет сторонних тренировок, и вот им надо как-то, хоть как-то укрепить свои мышцы несчастные для нагрузок наших во время наших тренировок. Ну, значит, что-то придется выкинуть. Я рекомендую выкинуть спарринги и балду, и можно чуть-чуть сократить дорожки до 7-8 минут. Вот у вас будет полчасика, чтобы поджиматься, побегать, попрыгать, поприседать. Да вот и все. В целом на освоение техники за одну тренировку вот больше часа не нужно. А информационный спонсор сегодняшнего ролика – компания ВМФЦ. Футболочку вот дали мне. Красивая. Какова роль тренера во всем этом мероприятии, тренировки? Что он должен знать и зачем следить, как планировать? Самое первое. У нас есть элементы, уже упомянутые. Надо распределить по тренировочному периоду, там месяц или там 2 месяца, какой больше нравится, равномерное более-менее распределение изучения этих элементов. Равномерное распределение там, серии, которые мы осваиваем. При этом ранжировать значимость элементов. То есть вот квинта у нас самая главная защита, значит, ее должно быть больше внимания ей уделять. Там септима не такая важная защита, поэтому не надо делать половину тренировок с ее использованием. Ее просто должны знать, как их применять в бою изредка. Все. Второе. Тренер должен следить за качеством выполнения техники. Всегда элементов очень немного. Я убрал вообще все, что было только можно из техники давальной, и оставил там только самое необходимое. И объяснение этого самого необходимого я тоже свел к минимуму. Именно поэтому там неважного просто не осталось. Вот когда вы смотрите, как делать какой-нибудь удар, как делать какую-нибудь серию, как стоять в стойке, как делать перемещение, там неважного в объяснении нет вообще ничего. Как держать голову, как держать спинку, как держать плечи. Это все важно. Вот. Каждую тренировку тренер без всяких скидок за техникой это должен следить. Дальше что у нас? Тренер должен умело составлять связки
элементы фехтования, вот эти вот фразы фехтовальные для отработки. Как это делается, есть 2 видео. Это вот с Ильей Ивановым со мной, именно как вот выбирать элементы фехтования для отработки в парах. То есть посмотрели видео, вычленили кусочек и его разыграли друг с другом в разных вариациях. Тоже про это смотрим видео. Про опытных и новичков на тренировках. У всех, наверное, есть такая проблема, кто не набирает каждые полгода секции с нуля. На одной и той же тренировке оказываются опытные ребята и новички. Конечно, в идеале хорошо бы делать отдельные тренировки для опытных ребят, отдельные тренировки для новичков, но ни времени, ни, как правило, возможности для этого нет. Если такая ситуация у вас приключилась, то что там разрыв чудовищен, сделайте его для опытных там 1 день спаррингов, куда не пускайте новичков вообще. То есть вот запретите им туда ходить. Пусть опытные вот день в неделю, день раз в 2 недели посвящают только спаррингу по 2 часа. Но если и такой возможности нет, то опытные и новички на одной тренировке тоже не представляют собой ничего страшного. Напоминаю, все эти элементы, все эти методы, они очень простые. Новичку просто достаточно давать не такую сложную связку, не такой сложный удар, но методы все элементарные. Там максимум, где может быть преткновение, это работа в парах, где новичок будет там не поспевать за мыслью. А все дорожки, все упражнения с балдой, там, все отработки по воздуху, это все люди делают отдельно. Единственный момент – это работа в парах, но и там тоже ничего страшного не приключится. Новички быстро подтягиваются. Опытным все вот это надо тоже. Я вот сколько лет занимаюсь, у меня сейчас основной метод освоения, который я делаю дорожки. Мне не с кем сейчас тренироваться, поэтому вот когда мне надо потренировать фехтование, я встаю и делаю дорожки. Вот 20 минут поделал, пошел домой. Потому что больше ничего не могу пока. Вот без партнера, вот 20 лет вы занимаетесь фехтованием или 30, дорожечки походили, чуть-чуть вокруг балды попрыгали. И какая разница, новичком вы будете заниматься или сами с собой? На этом завершаем наше сегодняшнее видео. Надеюсь, оно было очень полезным для вас. Даже если вам так не показалось, оно точно должно быть полезным для вас. Подписываемся, ставим лайк или дизлайк, пишем комментарии, тыкаем на колокольчик, чтобы он все время светился. И если хотите, чтобы и дальше мы выпускали такие видео, можно поддержать нас материально. Ссылки все внизу. Пока.